Александра Трусова столкнулась с дилеммой перед чемпионатом России. Саша рискнет всем ради Олимпиады. Исполнение 5 четверных после серьезной травмы может дорого обойтись русской ракете. Но способна ли фигуристка отобраться в Пекин без них? На фоне выбывших из гонки за Пекин Косторной и Усачевой у Трусовой дела идут куда лучше. Саша возвращается на большой лед после серьезной травмы, однако ее ждет тяжелое испытание на чемпионате России. Русская ракета столкнется с уже знакомой дилеммой, только теперь от решения будет зависеть ее олимпийское будущее. Откажется ли Трусова от максимальной сложности в своих программах или рискнет всем ради поездки в Пекин? Важнейший тест для Трусовой. В штабе Этери Тутберидзе бушует эпидемия травм. Драматично закончился этап Гран-при в Японии для Дарьи Усачевой, не повезло и Алене Косторной, которая сломала руку на тренировке во время исполнения тройного акселя. Обе фигуристки практически 100% выбыли из олимпийской гонки, поскольку пропустят чемпионат России, на котором будут разыграны 3 путевки в Пекин. А вот у Александры Трусовой шансы поехать в Китай все еще есть. Русская ракета тоже не избежала повреждений в этом сезоне. У Саши возник стрессовый перелом стопы, серьезная травма для любого спортсмена, а в особенности для того, кто крутит по 5 четверных в одной программе. Тем не менее фигуристка была не намерена сдаваться. На этапе Гран-при в США ученица Тутберидзе продемонстрировала феноменальный характер, выступив с облегченным контентом, несмотря на боль. Трусова уверенно взяла золото и отправилась на заслуженный отдых. После прокатов в Лас-Вегасе Саша не появлялась на соревнованиях, а восстанавливалась за закрытыми дверями в Хрустальном. И вот спустя почти 2 месяца Трусова возвращается на большой лед. В Санкт-Петербурге фигуристку ждет непростое испытание. В условиях жесточайшей конкуренции ей придется бороться за олимпийскую путевку с осторожностью для собственного здоровья. Это важнейший тест для Трусовой, и от ее выбора зависит, пройдет она его или провалит. Трусова рискнет всем ради Олимпиады. Главный вопрос заключается в том, сколько четверных собирается исполнять фигуристка на чемпионате России. И если раньше Саша отвечала на него однозначно, идя по пути максимализма, то теперь ей придется хорошо обдумать свое решение. Трусова столкнется с настоящей дилеммой. С одной стороны, без 5 квадов будет очень сложно пробиться в тройку на национальном первенстве и соответственно попасть на Олимпиаду. А с другой, такое количество сложнейших прыжков может попросту доломать спортсменку, и тогда она точно пропустит главный старт в жизни. Неизвестно, в какой форме сейчас находится Саша, но в любом случае 5 квадов в произвольный плюс тройной аксель в короткой – это невероятная нагрузка на организм. Даже атлетичной Трусовой может быть не под силу справиться с этим. Если фигуристка пойдет на усиление технического набора, то надо будет признать. Она рискнет всем ради турнира в Пекине. Правда, переживать за здоровье русской ракеты еще рано. Есть и третий вариант – найти оптимальный контент на этот старт, действуя по принципу золотой середины. Трусовой абсолютно не нужна победа на чемпионате России, достаточно занять 3-е место, то, с чем Саша справляется прекрасно, как бы иронично это ни звучало. Ряды соперниц фигуристки заметно поубавились, и это ей только на руку. С безупречной Камилой Валиевой-Трусовой, конечно, будет сложно бороться, тут и 5 четверных могут не помочь, учитывая разницу в компонентах. А вот остальным Саша без вопросов составит достойную конкуренцию. Действующая чемпионка мира Анна Щербакова, вероятно, до сих пор переживает последствия летней травмы. Фигуристка говорила, что восстановила и флип, и лутс, но показать смогла только первый прыжок, проблемы возникали и с фирменным каскадом лутс Ридбергер. При условии, что Трусова чисто приземлит 2 лутса и триксель в короткой программе, то за счет более высокой технической оценки она может выйти вперед. Золотая середина для Саши – это 3 квада. С таким набором она обойдет и Майю Хромых, и тем более Елизавету Туктамышеву. Потеряем еще кого-то, будет трагедия. Трусовой так или иначе придется сыграть в игру «все или ничего».
Потому что без выступления на чемпионате она не попадет в список кандидатов на рассмотрение тренерского совета. Об этом сообщают многие эксперты в России, включая Илью Авербуха, Ирину Роднину, Марию Бутырскую. По их мнению, если фигуристка оказалась в заявке на турнир, значит, ее восстановление прошло успешно и форма позволяет ей принимать участие в официальных соревнованиях. Хорошо, что Александра Трусова выступит на чемпионате России. Риск ли это, учитывая недавнюю травму Саши? Можно встать на табуретку, чтобы повесить занавеску, и назвать это риском. Сейчас – главный сезон в ее жизни. Если Трусова не выступит на чемпионате России, то не отберется на Олимпийские игры. Сниматься с чемпионата России будут только те, кто уже ходить не может и лежит пластом. Те, кто сможет кататься, будут терпеть и выступать, сказала Наталья Бестемьянова. Единственное, чего совершенно не хочется, так это очередной драматичной развязки. Если мы потеряем и Трусову, то фигурное катание можно будет закрывать. Солидарен с этим и олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Новостей не было о том, что Трусова снимается. Я лично ее жду. Если мы потеряем еще кого-то, это вообще трагедия будет, сказал он. Тутберидзе должна помочь Трусовой. В трудном положении находится и Этери Тутберидзе. Тренер на старте сезона совершила ошибку, выбрав для Трусовой плотный соревновательный график, что, вероятно, и привело к перегрузке и травме. Теперь она не имеет права на осечку. Умение учиться на своем опыте – обязательное условие величия, поэтому Этери Георгиевне необходимо адаптироваться к новым условиям. Специалистке придется обуздать упрямый характер ученицы и убедить ее, что выходить на пик возможностей сейчас опасно. У Тутберидзе есть и тренерская мудрость, и высочайший авторитет, поэтому вероятность того, что Саша прислушается, высока. По сути, речь идет не только о человеческих качествах наставницы, которая может как спасти, так и разрушить карьеру одной из величайших фигуристок в истории, но и о практической выгоде самой Этери. Если в начале года у Тутберидзе было 6 претенденток на олимпийские медали, то теперь осталось лишь 4. Причем одна из них травмированная Трусова, а вторая не самая стабильная Хромых. Амбиции же лучшего тренера мира наверняка распространяются не на одно, не на два, а на все 3 призовых места в Пекине. Саша способна обойти поймавшую кураж Туктамышеву, но для этого ей нужна помощь Тутберидзе.